Это Божье послание для вас сегодня. Слушай внимательно, ведь то, что ты сейчас услышишь, может изменить не только твой день, но и всю твою судьбу. Мое драгоценное дитя, я обращаюсь прямо к твоему сердцу, к тому месту, где борются страх и надежда, где сомнение пыталось шепнуть, что я забыл тебя. Но это не так. Я Господь, который обеспечивает то Бог изобилия, и я уже заявил финансовое процветание, чудесные деньги и бьющие через край богатства над вашей жизнью. Следующие слова не обещания на будущее, а указы на будущее точка сейчас. Не бойся недостаток, ведь нужда не твое наследие. Нехватка не твоя сущность. Ты никогда не был предназначен жить ниже, всегда должен был возвышаться. Я Бог, которому принадлежит скот на 1000 холмов. Серебро и золото земли принадлежат мне, и поскольку ты мой, то и изобилие небес принадлежит тебе. То, что ты считал недостижимым, уже доступно тебе. Я изливаю чудо-деньги в твои руки, выпуская, не ожидая благословения, божественные связи и сверхъестественное обеспечение. Это удивит даже вас. Ты плакал в тайном месте, спрашивая себя, вижу ли я счета, давление, нужды, которые тебя тяготят. Ты задавался вопросом: «Господи, когда же придет мое время?» Услышь меня сейчас, твое время пришло. Это тот момент, когда сезон выживания заканчивается и начинается сезон переполнения. Я привожу в порядок обстоятельства, меняю атмосферу и готовлю божественных помощников, чтобы исполнить обещанное мною. Вы не будете просить милостыню, не будете брать в долг, ибо вскоре будете благословлять. Те же руки, что когда-то дрожали от беспокойства, вскоре будут нести свидетельство сверхъестественное обеспечение. Мое драгоценное дитя, я твой источник. Мир может говорить о кризисе, о нехватке, о неопределенности, но мое царство не знает недостатка. Во мне есть экологическая безопасность, вечная защищенность и изобилие. Я тот же Бог, который накормил множество людей в пустыне, излил воду из скалы, умножил масло в кувшине вдовицы. Если я сделал это тогда, то сделаю и теперь. Что я сделал им, то и теперь сделаю вам, утрясу, нагнету и прельщу. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Слушайте внимательно, это не случайность, не совпадение. Я организовал этот момент, чтобы вы услышали мой голос. До того, как вы нажали на это сообщение, я уже вписал ваше имя в эту встречу. Это слово – не повторение надежды, это заявление об изменении, и если ты останешься со мной до конца, я открою тебе божественная тайна, духовный ключ, открывающий дверь к постоянному богатству, к чудесные деньги, переполненное процветание которой никогда не иссякнет. Не позволяй шуму страха заглушить мое обещание. Мир будет говорить тебе, что ты должен бороться бесконечно, что ты должен жить в тревоге за каждую монету. Но я говорю тебе вот что: вы не созданы для дефицита, ты создан для сверхъестественное изобилие, мой союз с тобой нерушим. Когда я говорю, творение откликается. Когда я повелеваю, происходит промысел. Чудо-деньги – это не миф, это мое проявление в вашей реальности. Дослушайте это сообщение до конца, потому что в последние мгновения я выпущу молитву, передача которой разорвет все цепи финансовых ограничений. За этими словами вас ждет нечто могущественное, нечто, что познает ваш дух, нечто, чего жаждало ваше сердце. То, что начинается здесь, с этого голоса, закончится вашим чудо. Итак, дыши глубже, дитя мое. Успокой свои страхи. Ведь я рядом. Я Бог изобилия, то Бог завета, и я никогда не позволю тебе страдать от стыда. То, что грядет, не просто удовлетворит твою потребность, а на переполнение. То, что я выпускаю сейчас, не просто предоставит, а оно будет трансформировать. Оставайтесь со мной, слушайте до конца и смотрите, что я, Господь, Бог ваш, сделаю в вашей жизни сегодня вечером. Когда вы слушаете мой голос, я хочу, чтобы вы поняли то, что
что небеса уже провозгласили относительно вашей жизни. Двери изобилия открываются для вас прямо сейчас. Это не символические двери, не воображаемые врата, а настоящие духовные пороги, отделяющие жизнь в нужде от жизни с божественным доступом. Вы долго стояли перед этими дверями, молились, ждали, надеялись, но сегодня, благодаря этому посланию и этой молитве, эти двери откроются. Слишком долго вы жили под тенью промедления. Вы наблюдали, как другие процветают, в то время как ваши руки казались связанными. Вы жертвовали, трудились и верили, но плоды так и не появились. Но я, Господь, Бог ваш, заявляю, что сезон задержек истек, только то, что было заперто, открывается. То, что было утаено, высвобождается. Каждая закрытая дверь финансового благословения, каждая врата, которые сдерживали ваш покой, открываются прямо сейчас. Чувствуете? Это тихое движение в вашем духе, не воображение, а подтверждение. Это божественный шепот небес, возвещающий: доступ разрешен, потому что когда Бог решает действовать, ничто, ни система, ни нехватка, ни сопротивление не может остановить избыток. Когда Бог приказывает двери открыться, ни один человек не может ее закрыть. Сегодня вечером происходит священный переход, изменение статуса. Вы переходите от отсутствия доступа, от борьбы за излишки, от ожидая прохождения, как ты долго был в стороне, но теперь Царь протянул свою руку. Ключ Давида, ключ, который открывает, но никто не может закрыть, поворачивается для тебя к дверь богатства, дверь здоровья, дверь божественных возможностей смещается в вашу пользу. Каждая финансовая проблема, которая определила вашу историю, переписывается как финансовые показания. Каждый счет, который вас оскорбил, каждый опустевший счет, каждая бессонная ночь, полная тревог, превращаются в песнь благодарения. Вы встанете и скажете: «Смотрите, что сотворил Господь». Потому что чудо-то, что когда-то казалось далеким, теперь входит в ваш дом. Здесь действует духовный закон. Когда вы открываете свое сердце Богу, Он открывает двери в естественном мире. Это то, что секрет божественного обмена. То, что вы отдаете с верой, Он умножает благословением. То, что вы отдаете с доверием, Он возвращает с избытком. Поэтому даже сейчас, когда вы открываете свое сердце этому слову, над вами открываются врата небес. Слушайте внимательно. Бог побуждает людей благословлять вас. Да, определенные люди, те, кто вам ничего не должен, те, кого вы никогда не встречали, занимают выгодные для вас позиции. Они будут произносить ваше имя в комнатах, где вы никогда не бывали. Они предоставят ресурсы, о которых вы никогда не просили. Так работает завет. Когда Бог хочет вас умножить, Он использует других как сосуды своего божественного богатства. Вам предстоит испытать благоволение, которое нелогично, рост, который невозможно объяснить, и обеспечение, которое неестественно. Долги будут списаны. Не отложены, не присматриваются. Отменено. Вы будете получать звонки, сообщения и подтверждение того, что определенное бремя снято. За каждую перенесенную вами потерю последует двойное возмещение. За каждую задержку божественное ускорение. И за каждое «нет», сокрушившее ваш дух, откроется новая дверь с более громким «да». Позвольте мне сказать вам кое-что, что мало кто понимает. Финансовое благословение начинается в духе, прежде чем оно проявится в физическом мире. Прежде чем деньги попадут к вам в руки, они сначала пройдут через вашу веру. Вера – это небесная валюта. Это невидимый ключ, открывающий видимый урожай. Поэтому сегодня вечером, наблюдая и слушая, вы не просто слышите слова, вы открываете двери. Каждое предложение – это семя, каждое шепчущее «Аминь» – это заявление о том, что врата открыты. Бог не ограничен вашей работой, вашим образованием, вашим окружением. Когда Он решит благословить вас, Он сделает это. Ресурсы, которые появятся там, где вы представить себе не могли. Потоки текут по сухой земле.
Скрытые сокровища всплывут на поверхность. Люди будут жертвовать, потому что Бог повелел их сердцам. Богатство само вас найдет. Она последует за вами. Она прольется через вас. Потому что вы не призваны гоняться за деньгами, вы призваны привлекать божественное провидение через послушание и веру. Послушайте это ясно. Ваши руки больше никогда не будут пустыми, а те же руки, что когда-то дрожали от нужды, вскоре преисполнится изобилие. Вы будете держать в руках контракты, ключи, возможности и новые начинания. Те же руки, что когда-то молили, теперь будут благословлять. Тот же голос, что когда-то спрашивал «Доколе, Господи?», теперь скажет «Свершилось». Потому что это не просто изменение в ваших финансах, это изменение в вашем наследстве. Ваши хранилища будут переполнены сверхъестественным богатством. Не тем, что увядает, а тем, что имеет смысл. Богатством, которое исходит от завета, а не от мира. Богатством, имеющим божественное предназначение – кормить, благословлять, созидать, расширять царство. Бог не просто дает вам больше, а доверяя вам больше, вы – сосуд изобилия, канал Его божественных ресурсов. Итак, пока вы стоите на пороге этого прорыва, я спрашиваю вас, остановитесь на мгновение и выразите свое согласие, произнесите вслух: «Двери изобилия открыты для меня». Повторите: каждая финансовая проблема становится финансовым свидетельством. Произносите это, пока ваш дух не поверит в это, пока ваша вера не повелит небесам ответить. И теперь, прежде чем мы углубимся в это откровение, я хочу, чтобы вы сделали шаг к установлению связи. Если это послание уже начало пробуждать что-то в вашем духе, если вы чувствуете, что это слово было послано именно вам, нравится это видео прямо сейчас. Сделайте это не как щелчок, а как акт веры, как символический жест, говорящий «Я принимаю это слово». Когда вы проявляете веру, вы приводите в действие то, что уже уготовано небесами. Этот простой акт послушания – это заявление «Я вхожу в открытую дверь». Потому что, поймите это, духовные двери откликаются на действие. Вера – это движение. Когда вы действуете, Бог реагирует. Когда вы сеете послушание, вы пожинаете проявление. Поэтому, как бы вы ни хотели, как бы вы ни комментировали, как бы вы ни действовали, вы делаете то, что признают небеса. Вы подтверждаете, что готовы идти в свою жатву. А теперь представьте себе, перед вами возвышается огромная дверь, украшенная древними символами обещания и завета. Она была закрыта годами, возможно, всю вашу жизнь. Вы молились у нее, плакали у ее порога, стучали до крови. Но сегодня вечером вы слышите ее, звук движения на другой стороне, засовы отпираются. Цепи падают. Петли поворачиваются. Дверь скрипит, открываясь, и ветер мира, благодати и света устремляется к вам. Вот что происходит сейчас в духе. За этой дверью находится ваше наследство, за этой дверью божественные связи, возможности, чудесное дарование, которое Бог приготовил для вас. За этой дверью будущее, которое Он задумал, когда сказал: «Я знаю, какие у меня планы относительно тебя, планы принести тебе процветание, а не навредить тебе, планы дать тебе надежду и будущее». Вы не делаете шаг навстречу удаче, вы делаете шаг навстречу обещаниям. И когда вы приступаете этот порог, происходит нечто священное, звук рвущихся цепей, вид льющегося внутрь света, тяжесть многолетней борьбы спадает с ваших плеч. Вы уже не тот, кем были в начале этого видео. Прежний вы, тот, кто боялся, сомневался, испытывал недостаток, исчез. Новый вы – это дитя завета, проходя через божественные двери изобилия, проходя в судьбу. Поймите эту истину, Бог открывает двери не только для выживания, но и для влияния. Он благословляет вас, чтобы вы стали благословением. Он обогащает вашу жизнь,
чтобы вы могли обогащать других. Таков ритм небесной экономики. Богатство течет через готовые сердца. Когда вы отдаете, оно возвращается умноженным. Когда вы благословляете, вы благословлены. Когда вы сеете, вы собираете урожай. Так что приготовьтесь, то, что вы отдаете в этом сезоне, вернется вам в виде сверхъестественный урожай. Но помните, что открывающуюся дверь тоже нужно почитать. Не тратьте попусту то, что дает Бог. Не относитесь к божественному доступу как к чему-то обыденному. Используйте свое богатство, свой мир, свою благосклонность как инструменты благодарности. Будьте доказательством того, что Бог по-прежнему обращает бедность в процветание, слезы в свидетельство, скудость в избыток. И я должен сказать вам вот что: некоторые не поймут, как быстро все для вас изменится. Некоторые будут сомневаться в вашем возвышении, в вашей благосклонности, в ваших неожиданных благословениях. Но вы узнаете правду. Это не было удачей, ни совпадением, ни делом рук человеческих. Это была тайная молитва перед сном, завет, прошептанный в вере, послушание твоего сердца, открывшее сверхъестественные двери. Итак, сегодня вечером поднимите голову выше. Вы идете в свой сезон доступа, вы проходите через дверь трансформации, вы вступаете в завет изобилия, ветер благодати дует вам в спину, и рука Божия на вас. Двери открыты. Чудеса творятся. Благословения не сходят. И этот момент веры – начало вашего свидетельства. А теперь поставьте лайк этому видео, провозгласите свою веру и подготовьте свое сердце. Потому что следующие слова, которые будут сказаны, откроют, как держать эти двери открытыми, как идти в потоке и как защитить свое новое наследие. Оставайтесь до конца, потому что дальше будет самая интересная точка, ключ которой поддерживает урожай. Это только началось. Наступает момент, когда небеса смотрят на усталые руки верующих и говорят: «Достаточно. Хватит борьбы. Хватит бесконечных усилий без награды. Хватит сеять, не видя урожая. Дитя мое, этот момент настал. Я, Господь, Бог твой, вывожу тебя из от финансовой борьбы до финансового переполнения. Цикл усилий без результата заканчивается. Вы больше не будете просыпаться, обремененные мыслями о том, как свести концы с концами, потому что я обеспечиваю вас всем необходимым пути за пределами человеческого понимания. Но прежде чем я глубже проникну в ваш дух этим словом, я должен спросить вас, как долго вы испытываете бремя недостатка чего-либо, сколько ночей вы смотрели в потолок, гадая, как оплатить счет, как купить еду, как прокормить семью? Сколько раз вы чувствовали себя покинутыми, молясь, но слыша лишь тишину? Будьте честны со своим сердцем, сколько раз вы шептали: «Боже, когда же придет моя очередь?» Ты боролся, не так ли? Ты трудился усерднее, чем кто-либо видит. Ты улыбался, страдая молча. Ты отдавал, даже когда руки дрожали. Ты пытался верить, даже когда твоя вера висела на волоске. Ты прошел через времена, когда все двери казались закрытыми, все возможности обратились в прах, каждое обещание казалось отложенным. Но послушай меня ясно, я все это видел, я видел твои бессонные ночи. Я видел слезы, которые так и не достигли твоих губ. Я видел твою веру, когда тебе уже нечего было дать. И поскольку я увидел, я теперь отвечаю. Вы вступаете в сдвиг, божественный подъем, где ваши усилия больше не будут определять ваш результат. Это будет благосклонность, которая продвинет вас вперед. Благосклонность, которая превратит ваше малое в великое. Благосклонность, которая откроет двери, которые вы никогда не смогли бы открыть одной лишь силой. Вы понимаете, что я говорю? Я не просто увеличиваю ваш доход, ясменный источник, ты надеялся на свой труд,
а теперь будешь надеяться на мой завет. Ты трудился ради пропитания, а теперь положение будет работать на вас, деньги не будут вашими хозяевами, они станут вашими посланниками. Богатство не ускользнет от вас, оно будет вас преследовать. И каждый раз, когда вы обернетесь, вас будет ждать благословение. Но позвольте мне спросить вас еще раз, что, если ваши усилия стали вашей тюрьмой? Что, если вы пытались сделать человеческими силами то, что под силу только божественной благодати? Вы бежали, стремились, гонялись, но покой все еще кажется таким далеким. Вы были настолько сосредоточены на выживании, что забыли, что значит доверять. Потому что правдоизбыток не строится на истощении, оно рождается из веры. Я призываю вас выйти из состояния борьбы. Я призываю вас в поток сверхъестественной легкости. Слишком долго вы считали, что благословения должны быть трудно заслужены. Но в моем царстве благословения не заслуживаются, они наследуются. Они – плод завета, и этот завет гласит, что вы не должны жить от зарплаты до зарплаты, но от обещать обещать. А теперь слушайте внимательно, что деньги придут к вам неожиданными способами и через благосклонность, через божественное предназначение, через сверхъестественные обстоятельства, не поддающиеся логике. То, что другие называют совпадением, вы узнаете как божественное провидение. Я буду двигаться сквозь людей, сквозь системы, сквозь внезапные возможности, которые, кажется, появляются из ниоткуда. Я посылаю тебе богатство не как награда, но как свидетельство моей благости. Вы когда-нибудь чувствовали себя невидимым, что мир движется, пока вы остаетесь неподвижным? Что вы трудились, молились, верили, и все же результаты принадлежали кому-то другому? Сегодня я говорю вам, я готовил для вас невидимые двери. Я объединял сердце, беседы и решения от вашего имени. Пока вы думали, что ничего не происходит, я молча строил мосты. Скоро вы пройдете по этим мостам и назовете их «чудеса». Вы были верны в своих усилиях, но теперь наступает переполнение, перемены произойдут не через борьбу, а через капитуляцию. Перестаньте пытаться контролировать то, что я уже делаю. Перестаньте оценивать свой прогресс по тому, что вы видите в своих руках, потому что я работаю в сферах, недоступных зрению Куражайта, а чем вы молитесь, уже прорастает под почвой вашего послушания. И да, вы дадите показания. Вы дадите показания, что Бог дал, когда логика дала сбой, двери открылись, когда мир сказал «нет», и благосклонность окружила вас словно щит. Ваша история станет доказательством того, что божественное провидение не миф, а реальность завета. Вы будете говорить о чудо, которое началось в ту ночь, когда ты снова решила поверить. Но позвольте мне пронзить ваше сердце истиной, доколе вы будете сомневаться в своей собственной ценности получить. Доколе вы будете жить так, словно Божьи обетования относятся ко всем, кроме вас? Когда вы осознаете, что вы избранный сосуд, тот, кого я лично выбрал, чтобы нести изобилие. Думаете, я привел вас сюда, к этому посланию, случайно? Нет. Я привел вас сюда, потому что так решили небеса, таково ваше время переполняться. С этого дня и впредь каналы благословения умножатся вокруг вас. У меня будет больше возможностей благословить вас. Потоки дохода. Возможности, которые появятся без объяснений. Божественные связи, ведущие к росту. Вы увидите, как я могу одним разговором, одной идеей, одним актом веры изменить всю вашу финансовую ситуацию. Вы поймете, почему я сказал, я открою окна небесные и залью такое благословение, что не хватит места, чтобы его принять. Но прежде чем наступит переполнение, я должен очистить ваше сердце от страха. Потому что страх блокирует поток. Страх шепчет «А». Что, если на этот раз не получится?
страх заставляет вас цепляться за то, что должно было быть отпущено. Поэтому я снова спрашиваю вас, как долго вы будете держаться за мышление дефицита? Как долго вы будете готовиться к разочарованиям больше, чем к чудесам? Потому что, пока вы ожидаете недостатка, изобилие не может удержаться. Тебя учили бороться, формировали трудности и дисциплинировали промедление, но это была подготовка, а не наказание. Каждая слеза орошала почву твоей души, урожай, каждый отказ был перенаправлением. Каждая закрытая дверь была защитой. И теперь каждое усилие вот-вот обернется переполнением. Слушайте это, ибо это мой указ. Вы больше не будете жить в режиме выживания, вы больше не будете рассчитывать свою жизнь, исходя из того, что осталось, а из того, что грядет. Вы больше не будете смотреть на свой счет со страхом, но с верой. Вы увидите, как там, где раньше вы видели пустоту, появятся запасы, возможности и возможности. Вы вступите в божественные встречи, которые перепишут вашу историю за одну ночь. И когда это случится, а это случится, вы вспомните это слово. Вы вспомните этот момент. Вы скажете: «В эту ночь Господь обратил мои усилия в избыток». Вы засвидетельствуете, что это было не результатом человеческого расчета, а божественным промыслом. Вы узнаете, что сам Бог стал вашим кормильцем. Но я спрашиваю снова, готовы ли вы к переполнению? Готовы ли вы взять на себя ответственность, присущую изобилию? Ведь богатство без цели – пустая трата, а благословение без благодарности становится бременем. Я не просто даю вам больше, я преображаю свое сердце, чтобы ты мог нести больше. Одно и то же благословение, которое возвышает одного человека, может сокрушить другого, поэтому я готовлю тебя к возвышению. Я настраиваю твой дух на твое предназначение, чтобы, когда придет благословение, оно послужило моей славе, а не твоему эго. С этого момента смотрите, как я двигаюсь. Смотрите, как двери возможностей откроются без усилий. Смотри, как идеи будут приходить к тебе, пока другие спят. Смотри, как люди будут приближаться к тебе, влекомые не твоими способностями, а моим светом внутри тебя. Смотри, как деньги потекут рекой, не как борьба, а как знак. Смотри, как благосклонность будет следовать за тобой везде, куда бы ты ни ступил. Это не воображение, это проявление. Это не сон, это божественное указание. Я помещаю сверхъестественные отложения в вашу жизнь. Неожиданные кредиты. Необъяснимые повышения. Повышения, о которых никогда не объявляли. Клиенты, контракты и ресурсы, которые вы не искали, они сами вас найдут. Потому что я посылаю богатство по-вашему не как случайность, а как задание. И когда начнется перелив, помните, дело было не в ваших усилиях, а в вашем соответствии. Вы соответствовали моему слову, и я привел в соответствие мир вокруг вас. Вы поверили, и вера стала мостом между небом и землей. Вы доверились, и доверие открыло небесные сокровища. Теперь твердо стойте на этой истине. Вы больше никогда не будете жить ниже своего божественного потенциала. Вы переходите от стремления к процветанию, от недостатка к изобилию, от усилий к избытку. Дни беспокойства заканчиваются. Ночи плача сменяются утрами радости. Ибо я, Господь, Бог ваш, сказал это. Вы будете есть досыта и насыщаться, и прославлять имя Господа, сотворившего с вами чудеса. Итак, я оставляю вас с этим последним вопросом. Поверите ли вы настолько, чтобы принять, раскроете ли вы свое сердце достаточно широко, чтобы чудо вошло? Поверите ли вы, что даже сейчас, когда вы читаете эти слова, поток уже начался? Потому что, как только вы поверите, искренне поверите, ничто уже не будет прежним. Переполнение уже здесь. Двери открыты.
Благодать высвобождается. Свидетельство формируется. Твой усилий закончился. Твой переполнение началось. Времена финансовых трудностей прошли. Услышьте это больше, чем просто слова. Это божественное повеление к небеса сказали. И я, Господь, Бог твой, нарушаю дух недостатка, который тяготело над твоей жизнью. Этот древний груз, это безмолвное проклятие, заставлявшее тебя трудиться без особой награды, сегодня вечером разобьется вдребезги. Оно больше не будет преследовать тебя. Оно больше не будет держать твое имя в своих тисках. Ибо я выпускаю волну чудо-деньги в вашу жизнь, помощь, которая приходит из неожиданных мест по каналам, которые вы не можете предсказать, средствами, которые бросают вызов логике. Да, я отправляю сверхъестественные титры к вашим счетам. Я повелеваю неожиданным ростом вашего бизнеса. Контракты, погребенные под пылью, возрождаются. Забытые вами электронные письма открываются вновь руками, ведомыми благосклонностью. Я высвобождаю возможности, которые другие называют удачей, но вы узнаете их как божественное ускорение. То, на что другим потребовались годы, для тебя произойдет за месяцы. То, что было невозможным в твоей жизни, переписывается в моей. Но прежде чем это изобилие хлынет без меры, я должен открыть более глубокую истину. Всегда существовал дух дефицита, действующий в мире дух убеждает вас, что достаточно никогда не бывает, что богатство принадлежит только другим, что ваши усилия всегда встречают сопротивление. Этот дух питается страхом, и страх – его культ. Он шепчет: ты потеряешь то немногое, что имеешь, и когда вы верите ему, он приковывает вас к нужде. Но сегодня ночью я разрушаю это проклятие. Я разрушаю каждый алтарь, воздвигнутый во имя несостоятельности. Каждое тайное соглашение в вашем роду, которое способствовало бедности, отменяется моим заветом изобилия. Вы не прокляты, вы избранные, вам не суждено выжить, вам суждено переполниться. Позвольте спросить вас, как долго вы верили, что богатство для других, что ваш удел бороться и сводить концы с концами? Кто сказал вам, что вера и деньги несовместимы, что святость требует недостатка? Эта ложь лишила поколения их наследия. Но я говорю вам теперь, мое благословение обогащает, и я не приношу с собой печали. Недостаток, ни крест твой, изобилие, завет твой. Внимательно следите за тем, чтобы доказательство появится посредством знаков. Бездействующие банковские счета получат неожиданные кредиты. Непогашенные долги будут погашены неожиданным образом. Вы услышите о выгодных для вас сделках, о благословениях, связанных с вашим именем. Бизнес снова поднимется. Инвестиции, казавшиеся застойными, начнут множиться. Двери, которые отказывались открываться, распахнутся без усилий. Вот как вы узнаете, что проклятие разрушено не потому, что вы воображаете, а потому, что становится реальностью. Вы начнете замечать что-то странное. Рост в неожиданных местах. Клиенты появляются из ниоткуда. Рекомендации от людей, которых вы никогда не встречали. Благосклонность учреждений, которые когда-то вас игнорировали. Это я делаю, говорит Господь. Это я вдыхаю рост в малых и силу в слабых. Это я превращаю семя в поле, поле в богатство, богатство в свидетельство. А теперь послушайте контраст, который определяет этот божественный сдвиг. Я делаю тебя взаимодавцем, а не заемщиком. Дающий, а не нищий. Слишком долго ты стоял в позиции просящего, но я переводлю тебя в позицию раздающего. Ты больше не будешь зависеть от человеческих систем, ибо я помещаю тебя в небесную экономику. Ты не выживешь за счет зарплаты, ты будешь процветать благодаря мудрости. Поймите эту тайну. Богатство в моем царстве не просто владение, это цель. Когда я даю вам богатство,
Они не для накопления, а для исцеления. Я даю вам богатство не для хвастовства. Я доверяю вам его для созидания. Вы – носитель божественные ресурсы, сосуд, через который я покажу, что процветание и чистота могут сосуществовать. Дух недостатка заставили замолчать, чтобы мог возвыситься дух щедрости. И все же я вижу моральную дилемму в твоем сердце. Ты боишься, что изобилие может изменить тебя, что деньги могут разрушить то, что создало смирение. Но услышь эту тайную истину, известную лишь мудрым, развращают не деньги, а забывчивость. Забывая, кто дал это. Забывая, почему ты был благословлен. Забывая об источнике, стоящем за этим. Поэтому, когда я возношу тебя, я также укреплю тебя. Чем выше я поднимаю тебя, тем глубже твои корни прорастают во мне. Приходящее богатство не оттолкнет тебя от моего присутствия, оно приблизит тебя. Не бойся переполнения. Не отступай, когда я расширяю твои возможности. Ты был обучен испытаниями, теперь тебе можно доверить сокровище. То же смирение, которое помогло тебе преодолеть нужду, теперь защитит тебя в изобилии. Твои руки, помазанные руки, благословен не только получать, но и умножать и давать. Все, к чему ты прикоснешься, будет процветать не благодаря твоей силе, но благодаря моему помазанию на тебе. Смотрите, как я ускорю ваше богатство. Контракты, которые были отложены, теперь реализуются. Удержанные деньги текут свободно. Заблокированные ресурсы находят вас. Это не случайность, это приказ. Я повелеваю ангелам обеспечения найти то, что принадлежит вам. Каждая упущенная возможность возвращается. Каждое украденное благословение возвращается с процентами. Ускорение пройдет так быстро, что вы оглянетесь назад и скажете: воистину, это была рука Божья. Но помните это божественное напряжение. С великим благословением приходит великое управление. Вы должны выбрать, кем вы станете, когда изобилие. Станете ли вы сосудом щедрости или пленником жадности? Будете ли вы крепко хранить свои благословения или же отдадите их даром? Ибо я разрушил не только нехватку, чтобы наполнить ваши руки, но и чтобы освободить ваше сердце. Я хочу, чтобы вы ходили в истине, что отдавать не значит терять, это значит жить. Я видел ваши жертвы. Я слышал ваши молитвы, шепчущие в ночной тишине. Я знаю ваши приношения, когда у вас было мало, ваши добрые дела, которые вы проявляли, когда никто не видел. Потому что вы доверяли мне, когда другие сомневались, потому что вы давали, когда другие отказывали. Я открываю шлюзы финансовых чудес. Не ручеек, не капля, а ливень. Ты будешь стоять под открытым небом, и благословения прольются на тебя, пока не переполнятся житницы твои. Вам больше не придется тратить время на оплату счетов. Вам больше не придется считать дни до следующего платежа. В ваших руках деньги встретятся с деньгами. Прежде чем одно семя покинет вашу ладонь, ему на смену взойдет новый урожай. Вы будете двигаться в таком потоке, что ваша финансовая жизнь будет отражать ритм самого творения, бесконечные циклы отдачи и получения, посева и жатвы. И в подтверждение этого слова я пошлю несомненные признаки. Неожиданные подарки. Анонимные переводы. Новые партнеры. Звонки от тех, кто когда-то вас не замечал. Это не совпадение, это подтверждение. Каждый из них шепчет вашему духу: проклятие разрушено. Ускорение началось. Но я должен дать вам особое знание, которое мало кто понимает. Изобилие без мудрости – это разрушение. Если вы хотите сохранить то, что я даю, поставьте меня в центр. Советуйтесь со мной в своих решениях. Признавайте меня в своих планах. Пусть каждая бизнес-идея, каждая инвестиция, каждый шаг будут направляемы моим духом. Так же, как вы когда-то молились о выживании,
Теперь молитесь о стратегии. Я благословляю не только ваш кошелек, я помазываю ваш разум. Я высвобождаю финансовый интеллект, творческие идеи и божественное чувство времени. Скоро наступит момент, когда ваш рост покажется слишком быстрым, слишком огромным, слишком подавляющим. Но не бойтесь, это ускорение, а не хаос. Вы молили о пропитании, но я даю вам импульс. Я превращаю ваше некогда медленное путешествие в гонку, движимую благодатью. Те, кто насмехался над вашим промедлением, будут с благоговением наблюдать за вашим ростом. Они увидят разницу между тем, что достигается усилиями, и тем, что рождается в завете. Вы познаете изобилие не только в цифрах, но и в мире. Я утихомирю тревогу, которая когда-то приходила с деньгами. Вы больше не будете бояться иссякнуть, ибо поймете, что ваш источник никогда не иссякнет. Река, которую я впущу в вашу жизнь, не будет зависеть от экономики или людей. Она будет течь прямо от моего престола. И здесь кроется нравственный поворотный момент. Богатство станет испытанием для вашего служения. Когда счета наполнятся, будет ли ваше сердце по-прежнему склоняться? Когда придет изобилие, будет ли ваш голос по-прежнему называть меня по имени? Именно здесь начинается истинное наследие, не в том, что вы имеете, а в том, кем вы становитесь, пока оно у вас есть. Если вы останетесь верны, я не только сохраню ваше изобилие, но и умножу его. Потому что я выбрал тебя, быль демонстрация. Божественного домостроительства. Благодаря тебе мир увидит, что Бог по-прежнему благословляет верующих. Благодаря твоему свидетельству другие узнают, что дефицит – это не судьба, это обман. Благодаря вашему процветанию другие будут вдохновлены искать такого же завета. Вот почему я сегодня вечером разрушаю этот дух не ради одного чуда, а ради движения изобилия в вашей жизни. Так восстань же, помазанный. Цепи разрушены. Проклятие снято. Поток начался. Войдя в комнаты с уверенностью того, кто несет на себе печать небес. Когда ты протягиваешь руки к сделке, она будет успешной. Когда ты говоришь о своем бизнесе, он будет процветать. Когда ты благословляешь других, твое семя вернется умноженным. С этого дня ты больше никогда не познаешь вкуса нужды. Ибо я, Господь, отметил тебя как взаимодавец, даритель, сосуд изобилия. Я ускоряю твое богатство не только для твоего комфорта, но и для моей славы. Ваши руки помазаны, чтобы принимать, ваше сердце очищено, чтобы давать, и ваша судьба направлена на божественное приумножение. Дух скудости был осужден и признан виновным, он больше не имеет над вами власти. Теперь внимательно следите, ведь первые признаки появятся быстро. И когда они появятся, помните, это только начало, точка начала ускорения, точка настоящее переполнение еще впереди. Я позиционирую вас для финансового величия, точка это не временный подъем или приходящий период, это божественное положение. Я утверждаю вас на твердой духовной почве, где нужда больше не сможет коснуться вас, где страх больше не будет диктовать ваши решения, где звук недостаточности растворится в тишине. Вы вступаете в новое царство, где деньги больше не будут проблемой, потому что твоя вера переросла в мастерство, и твое доверие вызвало непрерывный поток моего обеспечения. У вас будет достаточно средств, чтобы удовлетворить свои потребности, благословить других и построить то, к чему я вас призвал. Вы выйдете за рамки поддержания, умножения, цель вашего роста – не только личный комфорт, но и божественное благодеяние. Я даю вам финансовое благословение вашей семье, вашему сообществу, и не только вас будут знать не только за то, что вы имеете, но и за то, что вы отдаете, не только за то, чем вы владеете, но и за то, что вы отдаете. Ваше имя будет нести аромат щедрости, и везде, куда простирается ваше влияние, жизни будут меняться благодаря вашему послушанию. На реки богатства текут в вашем направлении. Не ручьи,
которые пересыхают, не колодцы, которые зависят от дождя, а реки, которые текут постоянно, непрерывно. Вечный поток моего изобилия понесет тебя дальше, чем твои усилия когда-либо могли бы. Он коснется каждой сферы твоей жизни, твоего дома, твоего бизнеса, твоего служения, твоих отношений. И услышь меня ясно, дитя мое, вы больше никогда не будете нуждаться. Это предложение печать на твоем духе. Недостаток утратил свою власть, нужда утратила голос, а бедность потеряла право войти в твой дом. Радуйся, дитя мое, ибо я творю новую вещь в ваших финансах. Я не перерабатываю старые благословения, я создаю новые. То, что я высвобождаю, никогда раньше не существовало в вашей жизни. Это нечто новое, уникальное и созданное специально для вашей судьбы. Ожидайте неожиданные вклады, божественные дары и чудесные деньги. Вы начнете испытывать внезапные сюрпризы, которые подтверждают мою благосклонность. Счета будут расти, ресурсы будут поступать, двери будут открываться без ваших усилий. Твои склады никогда не будут пустыми, и ваши руки всегда будут вмещать более чем достаточно. Принцип избытка теперь стал вашей реальностью. Вы будете жить в ритме изобилия, где даяние не уменьшает вас, а умножает. Каждый акт щедрости станет семенем, гарантирующим вечный урожай. Ибо я сказал: давайте, и дастся вам утрясенным, нагнетенным и переполненным. Я открываю врата изобилия, и вы испытаете мое сверхъестественное обеспечение ежедневно. Не время от времени, не спорадически, а ежедневно. Как манна падала на мой народ каждое утро, так и мои благословения будут находить вас каждый день. Каждый восход солнца будет приносить новые возможности. Каждый вечер будет приносить новые свидетельства. Ежедневно ты увидишь доказательства моей руки на твоей жизни. Ежедневно ваша вера принесет ощутимые плоды. Ежедневно ваша благодарность вознесется предо мной, как фимиам. Дни ваших финансовых трудностей закончились окончательно и навсегда. Двери невзгод закрылись, а двери благодати открылись. Смело шагните в царство чудесных денег, изобилия и процветания. Это ваше законное наследие. Вы не крадете благословения, а возвращаете себе то, что всегда принадлежало вам по завету. Мой услуга на ваших финансах, и ничто не остановит проявление моих благословений. Никакое противодействие не сможет помешать тому, что я предопределил. Никакая система не сможет задержать то, что я высвободил. Моя благодать идет перед вами, выпрямляя кривые пути, превращая сопротивление в помощь и преображая препятствия в возможности. Куда бы вы ни пошли, деньги с легкостью хлынут в вашу жизнь. К вам больше не придется напрягаться или просить милостыню. Ваше богатство придет к вам благодатью. И ты будешь наслаждайся благостью моего обеспечения. Вы будете не только иметь изобилие, но и обретете мир в изобилии. Вы будете не только обладать богатством, но и обладать мудростью. Ибо я благословляю вас не для того, чтобы обременять вас. Я благословляю вас для того, чтобы дать вам силу. Вы будете радоваться каждому семени, которое посадите, смеяться каждому дару, который сделаете, и удовлетворяться каждым чудом, которое придет. Но услышьте эту божественную тайну. Величие, к которому я вас готовлю, заключается не в накоплении, а в назначении. Тебя воспитывают не только для того, чтобы принимать, но и для того, чтобы царствовать. Это призыв к финансовое царство, где ваше управление отражает мой суверенитет. Вы будете управлять своими ресурсами с дальновидностью, а не тщеславием. Вы будете распоряжаться своим богатством с верой, а не со страхом. Потому что величие в моем царстве всегда служит. Я благословил тебя, чтобы ты мог благословлять других. Ты отвечать чьей-то молитве сосуд, через который течет мое изобилие. Сирота будет сыт благодаря твоему послушанию. Голодный будет накормлен твоим изобилием. Уставший найдет покой в убежище, которое построит твое богатство.
Вот истинная цель процветания – распространять мою любовь через твои руки. Ты увидишь, как я умножу то, что ты даешь. Каждый раз, когда ты сеешь, я возвращу тебе умноженное. Каждый раз, когда ты благословляешь, я благословлю тебя еще больше. Ты станешь источником, который никогда не иссякнет. Я наполню твои житницы, даже когда ты их опустошаешь. Ты будешь в благоговении, осознавая, что никогда не сможешь дать больше, чем ты можешь дать. Бог изобилия. И я снова говорю, радуйтесь, пусть радость расцветет в вас, ибо это ваш период видимого преображения. Вы не ждете его, он уже начался. Празднуйте то, что еще не видите, ибо вера – это доказательство того, что формируется. Возвышайте свой голос в хвале, ибо благодарность – это магнит приумножения. Чем больше вы благодарите меня, тем больше получите. Чем больше вы воздаете мне славу, тем больше славы я высвобождаю через вас. Вы сейчас, вступая в новый сезон, отмеченный финансовым превосходством, духовной зрелостью и сверхъестественным импульсом. Вы больше не будете ходить в тени прежних ограничений. То, что когда-то пугало вас, теперь будет служить вам. Те же стены, что стояли перед вами, теперь будут носить ваше имя как свидетельство прорыва. Я запечатываю этот сезон над вами. Я закрываю книгу борьбы и открываю книгу избытка. Глава промедления заканчивается, начинается глава божественного ускорения. Вы оглянетесь на годы трудностей и скажете: это было необходимо для этого момента славы. Боль выработала стойкость, а стойкость сделала вас способными к процветанию. Ты увенчанный финансовым величием. Это не временное благословение, а завет поколений. Изобилие, которое я даю тебе, не закончится на тебе, а оно перейдет через тебя к твоим детям, твоей семье и твоему наследию. Твои потомки будут говорить о твоей вере, твоей щедрости и благодати, которая была в твоей жизни. Ты Авраам в своем роду, тот, через кого благословятся народы. С этого дня ты будешь жить как распределителем божественного богатства. Я вложил в тебя мудрость, чтобы умножать ресурсы, проницательность, чтобы управлять ими, и сострадание, чтобы использовать их во славу мою. Ты будешь принимать решения не в отчаянии, а по божественному вдохновению. Ты будешь планировать, основываясь на видении, и действовать, основываясь на откровении. Каждый твой финансовый шаг будет соответствовать моему вечному замыслу. Даже в мире нестабильности вы будете процветать. Когда другие будут кричать от страха, вы будете стоять с верой. Когда экономика дрогнет, ваш фундамент останется непоколебимым. Ибо ваше обеспечение не от человека, а от меня. Вы увидите, что я – источник каждого ручья и хранитель каждой реки, которая питает вас. Подними же глаза, дитя мое, и посмотри, что я делаю. Поля созрели, амбары полны, небеса открыты. Сейчас не время для страха, сейчас время процветать. Радуйтесь каждый день. Хвалите ежедневно. Сейте ежедневно. Ожидайте ежедневно. Ибо каждый день с этого момента несет обещание приумножения. Каждый рассвет несет новое проявление моей верности. Ты настроена на величие финансово, духовно и целенаправленно. Ты – отражение моего изобилия, отголосок моей щедрости, сосуд моего завета. И так же верно, как восходит солнце, твоя жизнь теперь будет восходить вместе с ним. Ты будешь сиять светом процветания, и благодаря тебе многие обретут надежду. Это твой новый сезон. Все решено. Все решено. Все сделано. Вы никогда не вернетесь к дефициту. Ты больше никогда не будешь бояться завтрашнего дня. Ты больше никогда не будешь сомневаться в своей ценности. Ибо я, Господь, Бог твой,
поставил тебя для многолетнего изобилия, реки будут течь бесконечно. Амбары будут постоянно переполняться. Провизия будет поступать верно. И все это время ваше сердце останется непоколебимым в благодарности, ваши руки будут открыты для щедрости, а ваше имя будет вписано в ряд благословенных. Ходите теперь в радости. Ходите теперь в вере. Ходите теперь в изобилии. Для вашего сезон величий началось, и это никогда не кончится. Я открываю двери финансовых возможностей, которую никто не может закрыть. Когда я открываю, никто не может закрыть. Когда я благословляю, никто не может проклинать, а окна небесные открыты над вашей жизнью, и вы станете свидетелями денежные чудеса. Это противоречит всякой логике. Замороженные средства размораживаются, наследства, которые были задержаны, доставляются повышения в должности, увеличение зарплаты, финансовые подарки и божественное партнерство сходятся в этот самый момент. Ожидать божественные отложения в ваших счетах. Ожидайте внезапных поступлений. Ожидайте телефонных звонков, электронных писем и сообщений с добрыми новостями. Это не фантазия, это проявление. Системы мира выстраиваются в ряд, чтобы исполнить мое обещание вам. Даже те, кто не обращал на вас внимания, теперь станут инструментами вашего роста. Дитя мое, это твой момент. Открой руки и прими, богатство находит вас, деньги поступают к вам, финансы переходят от дефицита к избытку, вы переходите от ожидания к действию, от надежды к обладанию, от выживания к процветанию. Это не сон, это божественная реальность, раскрывающаяся перед вашими глазами. Мир увидит мои доброта в вашей жизни. Вам не нужно будет это объяснять, потому что ваше изобилие будет говорить за вас. Вы будете жить как показание сверхъестественного дара, доказательство того, что Бог Авраама по-прежнему безмерно благословляет своих детей. Ваша жизнь станет видимой проповедью процветания и веры, возвещающей всем, что завет все еще в силе. Итак, возлюбленные мои, идите вперед и ожидайте изобилия. Живите в изобилии. Провозглашайте изобилие. Ибо я есмь Бог изобилия, и я благословил тебя безмерно. Твои амбары будут переполнены, твои реки никогда не иссякнут, и твой урожай будет умножаться. Каждый день будет приносить новые свидетельства благодати. Каждая неделя будет приносить новый прирост. Каждый месяц будет расширять твое свидетельство. Теперь я призываю вас, запечатлите этот момент веры, произнесите это вслух, запишите и провозгласите со всей ответственностью: «Я получаю свой финансовый прорыв. Я хожу в сверхъестественном обеспечении. Я готов к величию». Пусть ваши слова станут окончательным соглашением между небом и землей. Вера должна говорить, и когда говорит. Вера невозможное подчиняется. А теперь, завершая это сообщение, я приглашаю вас, оставьте комментарий ниже и заявите о своей вере, напишите эти слова: «Это мой сезон финансового прорыва». Напишите это не как пожелание, а как указ. Пусть ваше признание отзовется эхом в цифровых небесах. Каждый раз, когда вы его печатаете, вы подтверждаете завет, вы воспламеняете обещание, вы являете реальность. Если это сообщение затронуло ваш дух, если вы почувствовали присутствие Бога во время прослушивания, я хочу, чтобы вы подписаться прямо сейчас. Оставайтесь на связи с этой рекой откровений. Каждое послание – это божественное послание, каждое видео – продолжение вашей трансформации. Вас ждут еще более великие тайны, секреты поддержания изобилия, защиты богатства и расширения вашего влияния. Не пропустите то, что будет дальше, ведь путь веры не заканчивается, он продолжается. В следующем сообщении мы подробнее рассмотрим, как поддерживать переливы ходите ежедневно в сверхъестественном владычестве. Тот же Бог, который начал это чудо, совершит его в вас. Итак, прокомментируйте свою веру.
Подпишитесь с послушанием. Оставайтесь на связи в ожидании. Потому что это не конец, это начало вашего финансового наследия. Ты благословлен. Ты избран. Ты назначен. Указ об изобилии запечатан. Начался сезон перелива. И ничто, абсолютно ничто не может его остановить. Иди вперед в вера, изобилие и божественная уверенность. Не Бог более чем достаточно сказал, и слово его не возвратится тщетным. Это твой сезон свидетельства. Это твой сезон богатства. Это твой сезон сверхъестественного роста. Теперь встаньте, радуйтесь и провозгласите: «Я принимаю это». Это сделано. И это никогда не будет изменено.